Всем привет! Сегодня приготовим очень-очень вкусный салат на рождественский или новогодний стол. Делается очень легко, получается красиво, а самое главное, это не стандартный салат, который мы привыкли для этих праздников. Первым делом берем 300 грамм шампиньонов. Их нужно будет нарезать на довольно-таки крупные куски. Чем крупнее куски у вас получится, тем будет вкуснее. Ну и после того, как вы измельчили полностью все шампиньоны, их нужно будет обжарить на сковороде самым любимым для вас способом, с любимыми вашими специями. Обжаренные грибы отставляем в сторонку до полного остывания. Берем одну банку шпрот и перекладываем все шпротины в отдельную тарелку, так, чтобы все масло осталось в банке. Ну и полностью все шпротины нужно будет хорошо размять вилкой. Сегодняшний салат мы будем собирать через салатное кольцо диаметром 17 см и на первый слой отправляем полностью все размятые шпроты. Этот первый слой распределяем равномерно по всему салатному кольцу и немножко утрамбовываем. На этот слой майонез добавлять не нужно, сразу же берем заранее отваренные 2 картофелины и натираем их на крупной терке. После того, как вы выровняете слой из картошки, ее нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец в этом случае добавляйте по своему вкусу. Затем добавляем майонез и ложкой аккуратно все выравниваем. Смотрите, если хотите, можно не выравнивать, можно сделать обыкновенную майонезную сетку. Это на ваше усмотрение. Мне вот так вот понравилось больше. На следующий слой отправляем полностью все уже остывшие обжаренные грибы. После выравнивания грибов майонезом их не накрываем, солить, перчить тоже не нужно, так как вы их жарили с любимыми специями. И на следующий слой мы будем натирать заранее отваренные вкрутую 3 куриных яйца на мелкой терке. После выравнивания яиц их нужно будет посолить и поперчить, соль и перец в этом случае добавляйте по своему вкусу. На яйца добавляем майонез и опять ложкой майонез нужно будет разровнять. Кто-то в этом случае скажет, что яйца можно было заранее смешать с майонезом и после этого сделать слой из яиц. Если вам так удобнее, делайте так, но мне было удобнее сделать именно так, как в ролике. Плюс после приготовления меньше мыть посуды. На следующий слой берем одну отваренную морковку, ее нужно будет полностью всю натереть на мелкой терке. Морковка в этом случае должна быть не маленькая. Слой из морковки тоже нужно будет посолить и поперчить по своему вкусу. На морковку также добавляем майонез. И его тоже нужно хорошо разровнять ложкой. Далее нам понадобится небольшой пучок зеленого лука. Его нужно будет хорошо измельчить. Смотрите, если вы не любите зеленый лук, его можно заменить либо укропом, либо петрушкой. Измельченный лук у нас будет следующим слоем. И самое главное, наверх на лук майонез добавлять не нужно. Ну и на последний слой нам понадобится 50 грамм твердого сыра. Его нужно будет натереть на верхушку салата на мелкой терке. Ну и после того, как вы выровняли слой из сыра, салат остается всего лишь украсить. Я придумал вот такой вот красивый зеленый веночек из укропа. Ну и чтобы подчеркнуть, что этот салат со шпротами, на верхушку салата я уложил 2 красивые рыбки. В самом конце аккуратно снимаем салатное кольцо. После этого салату нужно дать настояться хотя бы 2 часа, но лучше, если он будет пропитываться намного больше, так он станет только вкуснее. И я вас уверяю, на рождественском и новогоднем столе это будет самый популярный салат. Делается легко, получается очень-очень вкусно. Если вам понравился такой салатик, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, напишите в комментариях свои очень вкусные и любимые салаты на Рождество и Новый год. Также посмотрите еще ролик с подборкой из 4 очень вкусных и красивых салатов. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!